Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реалистик PES, и я наконец-таки поиграл в FIFA 22 и готов провести сравнительный анализ FIFA 22 и eFootball 2022. Почему eFootball уступает FIFA 22, как, почему и как до этого дошло. Стоп. Как я неоднократно говорил в своих роликах и в комментариях под роликами в группе ВКонтакте, сравнивать eFootball 2022 и FIFA 22 банально нельзя. И в сегодняшнем ролике я объясню почему, ну и заодно поделюсь своими небольшими впечатлениями от игры в FIFA 22, в которую, как сказал ранее, мне наконец-таки удалось поиграть. Поэтому устраивайтесь поудобнее, приготовьтесь писать комментарии под этим роликом, ну и не забывайте поддерживать данный ролик своей активностью в виде лайков под ним. Ну а если вы находитесь на этом канале впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. Я же в свою очередь начинаю. Я говорю об этом же далеко не в первый раз, и мне уже надоело повторяться, но так или иначе. Релиз eFootball 2022 получился, мягко говоря, неоднозначным. Да что уж говорить, он получился достаточно провальным. Одна реакция в интернете чего стоит, а рейтинги игры оставляют желать лучшего. И в связи с этим сравнение с основным конкурентом Konami, а именно Electronic Arts и их FIFA, банально неизбежно. И естественно, проводя сравнение eFootball и FIFA, множество склоняются именно что к FIFA, поскольку в отличие от eFootball, она имеет законченный вид, имеет множество режимов, играется вроде тоже неплохо и все в таком роде. Однако люди забывают одну важную мысль. И заранее говорю, не пытайтесь меня подловить на том, что я оправдываю Konami и все в таком роде. eFootball, в отличие от FIFA, это free-to-play игра, то есть бесплатная игра-сервис, которая заточена на будущий контент, на постоянное обновление. На данный момент игра находится далеко не в оптимальном состоянии. Да что уж говорить, когда версия у игры 0.9.1. В то время как FIFA это готовый продукт, который прошел проверку, который максимально отточен, хоть и не без своих погрешностей. И поэтому сравнивать эти два проекта это как минимум, неправильно. Если вы хотите сравнивать, пожалуйста, сравнивайте, я не буду запрещать. Просто хочу донести ту мысль, что как минимум это делать нелогично. Поскольку у одной игры есть полная база данных, есть режимы и все в таком роде, у другой же игры нет абсолютно ничего, кроме небольших онлайн-ивентов. И что тут сравнивать на самом деле непонятно. Да, вы можете сказать, что геймплей вроде как все, готовый, за него платить не надо, его ждать не надо, вот, пожалуйста, садись, играй, и давайте сравнивать геймплей. Но это тоже не совсем корректно, поскольку геймплей eFootball постоянно изменяется, и кто знает, каким он будет на релизе версии 1.0.0. Однако, повторюсь, если хотите, сравнивайте. Но это как минимум неправильно и нелогично. И после всего этого слышать, что сравнивая eFootball и FIFA, конечно же, лучше, потому что у FIFA есть это, у FIFA есть то, а у eFootball нет ничего. Тогда напрашивается один банальный вопрос. Тогда зачем сравнивать, если у одной игры есть все, а у другой нет? Ответ на этот вопрос вы можете дать в комментариях под этим видео, а я продолжу свое повествование. Как я упомянул в самом начале ролика, мне наконец-таки удалось поиграть в FIFA 22, я наконец-таки дождался новогодних скидок на эту игру и наконец-таки ее прикупил. И что можно сказать? FIFA остается FIFA даже спустя много времени. То есть не поймите меня неправильно, геймплей для меня существенно изменился. То есть я в последний раз играл в FIFA в 19-ю часть. Ладно, вру, играл в 20-ю часть. 21-ю я пропустил и только добрался до 22-й. И по сравнению с 20-й частью, геймплей 22-й он существенно отличается. Однако, несмотря на всю ту медлительность, смену ракурса камеры, это все та же FIFA. То есть, какой бы медленно она ни была, анимации в ней все такие же. Даже двигаясь медленно, игроки успевают сделать 101 касание мяча, 100 раз перевернуться на месте. А эта тенденция катать мяч в новой части, она меня на самом деле забавляет. То есть... искусственный интеллект в этой части очень часто перепасовывается между собой, и это очень заметно в карьере за игрока. Когда вы открываетесь для того, чтобы получить мяч, а ваши партнеры перепасовываются между собой, то есть никак не продвигая мяч вперед. И это один из бичей новой части от Electronic Arts. Что же касается обновленных режимов карьеры, то здесь все здорово на самом деле. Режимы выполняют ту самую функцию, на которую они и заточены. Они привлекают к себе внимание и поддерживают интерес к игре. И справляются они с этим более чем успешно. Вставлю свои 5 копеек по поводу карьеры за игрока, поскольку по поводу нее очень много разговоров, что это одна из причин купить эту игру. Я могу сказать, что да.
Карьера за игрока в этой части действительно неплохая. Однако я, как человек, который прошел всю историю Алекса Хантера, готов заявить ответственно: все, что есть в карьере за игрока, взяли прямиком оттуда. Рейтинг менеджера, тренировки, кат-сцены, все взято прямиком оттуда. И поэтому увиденное меня особо не впечатлило. Но признаюсь, что выглядит это все равно здорово, хоть игровой процесс и не избавлен от банального оказуаливания, чтобы игрокам было интереснее играть и чтобы они чувствовали себя победителями, грубо говоря. Поэтому, подводя итог по всему ранее сказанному, скажу следующим образом. Геймплей остается таким же, как и был раньше, несмотря на всю свою медлительность и якобы изменения, но режимы действительно порадовали. Поэтому, если и брать FIFA 22, то только на консолях нового поколения и только ради режимов. Если вы берете ради игрового процесса, чтобы почувствовать реальный футбол, то это не самый очевидный вариант, скажу так. Поэтому ни рыба, ни мясо, 6,5 из 10 возможных. Как-то так. Это моя субъективная оценка, и вы можете с ней не согласиться, и поэтому свою точку зрения, свою оценку этой игре вы также можете дать в комментариях под этим роликом. Надеюсь, что после этого видео я смог донести свою точку зрения по поводу сравнения eFootball и FIFA, что их сравнивать не стоит, по крайней мере сейчас уж точно. Ну и ко всему этому высказал свое небольшое мнение по поводу 22-й части FIFA. Повторюсь, что своим мнением по поводу этой игры вы можете также поделиться в комментариях под этим роликом. Ну и не забывайте поддерживать данное видео своими лайками, поскольку так вы помогаете каналу в борьбе с алгоритмами YouTube, поэтому любая ваша активность, будь то простой комментарий или тот же самый лайк, очень помогают каналу, за что вам большое спасибо. Ну а если вы находитесь здесь впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. У меня же на сегодня все, и я всех благодарю за просмотр, желаю вам приятной игры и удачи. До скорых встреч!